корни, листья или цветоносы? Какого результата от своих орхидей вы ждете больше всего? И как получить этот результат, если принято считать, что орхидеи крайне медлительные растения? Так ли это на самом деле? Сегодня мы обязательно узнаем ответ на этот вопрос. Привет, друзья! Вы на канале Классика орхидейного жанра. Тройной результат по адаптации орхидей к новым условиям и инициации их цветения ровно за 5 недель. И все это после путешествия орхидей длиною в 10 тысяч километров из Санкт-Петербурга во Владивосток. Знаю, что не все зрители смотрят все видео на канале подряд, поэтому краткое содержание предыдущих событий. Ровно 5 недель назад, 7 сентября 2022 года, на этом канале вышло видео с обзором посылки из Санкт-Петербурга. Посылка преодолела путь в 10 тысяч километров и прибыла во Владивосток в начале осени. Отправительница, настоящий меценат канала, пожелала остаться неизвестной. В посылке были орхидеи нескольких видов, 2 фаленопсиса и пафиопедилумы. Кроме того, в посылке было все то, что нужно для пересадки орхидей, вплоть до образцов субстрата из прежней посадки. Первый фаленопсис из этой посылки показал результат ровно через 3 недели после получения, и об этом есть отдельное видео. И сейчас вы видите этот великолепный результат на своих экранах. Если вы не смотрели видео по адаптации этого фаленопсиса, если вам это интересно, ссылку на видео я оставлю, как всегда, в первом закрепленном комментарии под видео и в описании к нему. Такого супер результата от второго фаленопсиса в посылке я не ждала. Но начнем разговор, как всегда, обо всем по порядку. Прежде чем попасть во Владивосток, фаленопсис без названия также сменил нескольких владелец. Орхидея была куплена в декабре 2021 года цветущей. После этого дважды цвела с ответвлений на 6 и 4 цветка соответственно. Образец последнего цветения на 4 цветка сейчас на ваших экранах. Обе прежние владелицы отмечали, что цветение фаленопсиса не длится долго и отцветает он очень быстро, по крайней мере в тех условиях, в которых содержался ранее. В посылке оба фаленопсиса транспортировались без субстрата. При этом образец грунта был вместе с фаленопсисом в посылке в отдельном пакете. Это позволило мне обогатить новую посадку фаленопсиса прежней микрофлорой для быстрой адаптации растения к новым условиям и к новой посадке. В своих условиях я осуществляю однотипные классические посадки в прозрачные пластиковые горшки с огромным количеством вентиляционных отверстий. В посадку я практически всегда добавляю фитиль из синтетических волокон с хорошей водопроводимостью. Фитилем можно пользоваться, а можно не пользоваться на ваше усмотрение в зависимости от тех условий, которые сейчас сложились в вашей квартире. При этом фитиль позволяет вам быть свободными. Вы можете уезжать от своих орхидей на длительный срок, оставляя их на фитиле и абсолютно за них не переживая. Кроме того, содержание на фитиле значительно упрощает процесс ухода за орхидеями. В качестве дренажа в своей посадке я не использую керамзит и вообще перестала его использовать в посадках орхидей.
Вместо этого на дно посадки я кладу слой кокосового волокна или мха. Фитиль выводится лишь с одной стороны посадки, и это позволяет корням орхидеи сделать выбор, куда им расти – подальше от более увлажненного субстрата или стремиться к нему. Горшок для посадки всегда подбирается по размеру корневой системы орхидеи и не превышает ее. Не нужно брать горшок на вырост. Ведь пока орхидея не освоит посадку, пока корни орхидеи не дорастут до стенок горшка, она не будет себя уверенно чувствовать в пространстве, а значит, скорее всего, не зацветет. В качестве субстрата для посадки я, как всегда, использовала кору хвойных пород деревьев и обыкновенный лесной, никак не обработанный мох. И мох, и кора были в посылке, за что отправителю огромная благодарность. Для того, чтобы сделать посадку более влагоемкой, я измельчила крупные куски коры и мха в более мелкую фракцию. Смесью резаной коры и мха с добавлением кремниевита я засыпала корни орхидеи и таким образом завершила посадку. Результат моих действий сейчас на ваших экранах. И давайте рассмотрим фаленопсис чуть более подробно сразу после пересадки и купания в первый день после получения. У фаленопсиса 4 вызревших листа и 1 новый молодой растущий лист. А это значит, что розетка фаленопсиса сформирована непропорционально. С одной стороны 3 взрослых листа, а с другой только 1. Причина, по которой орхидея утратила 2 пропорциональных листа с другой стороны, так и осталась для нас неизвестной. Помните, в начале видео я сказала вам, что не ждала от этого фаленопсиса быстрых результатов в плане цветения. Почему? Потому что прежняя владелица сказала мне, что фаленопсис только отцвел с ответвления, и у него только-только был обрезан цветонос. По любым известным нам канонам цветоводства, после цветения, после стресса, пересылки и адаптации на новом месте фаленопсис не должен был зацвести быстро. И, конечно же, я не могла от него этого требовать или его об этом просить. Все, что я могла сделать, это создать для растения благоприятные условия содержания и обеспечить ему необходимый уход. Адаптация орхидеи к новым условиям происходила в осенний период, когда северное полушарие взяло курс на уменьшение светового дня. А это значит, что для успешной адаптации орхидеи необходимо было дополнительное искусственное освещение до 12-14 часов в сутки. Сейчас на ваших экранах обе орхидеи, полученные в посылке, в первый день своей адаптации к новым домашним условиям. Запомните, какими они были ровно 5 недель назад, потому что сегодня в конце видео вы посмотрите, как они выглядят сейчас. Итак, еще раз о созданных условиях. Длинный, яркий световой день без попадания обжигающих прямых солнечных лучей на листовые пластины фаленопсисов. Температурный режим не выше 24 градусов в дневное время и не ниже 18 градусов Цельсия в ночные часы. Это оптимальные температуры для содержания фаленопсисов в домашних условиях. Полив орхидеи, как всегда, по алгоритму в зависимости от стадии ее развития. Отдельное видео об этом есть на канале. Ну и, конечно же, постоянные и регулярные водные процедуры, без которых быстрое и динамичное развитие орхидеи невозможно.
Водные процедуры для орхидей могут быть любыми, начиная от купания орхидей под душем и заканчивая мелкодисперсными опрыскиваниями из пульверизатора. Водные процедуры для орхидей позволяют не только запустить два пути фотосинтеза у орхидеи – КАМ-путь фотосинтеза и С3, то есть дневной фотосинтез у орхидеи, но и укрепить иммунитет растения. Здоровая, крепкая, сильная орхидея способна показывать чудеса развития в ваших домашних условиях. У такой орхидеи быстро будет расти абсолютно все: корни, листья и цветоносы. Причем делать все это они будут одновременно. Разве это возможно, спросите вы? Ведь все говорят, что орхидеи растут и развиваются крайне медленно. Вам говорят, а вы не верьте. Возьмите и проверьте. Но прежде чем проводить любые манипуляции и процедуры, для орхидеи необходимо создать оптимально благоприятные условия для роста и развития. И если у вас есть хоть какая-то возможность поставить орхидеи на солнце, на южные, юго-восточные или юго-западные подоконники, не вглубь комнаты, не на стеллажи, а именно на солнечные лучи прямого солнечного света, сделайте это. Моя орхидея находится сейчас на открытом солнце открытого балкона, без притенения, и получает последние прямые солнечные лучи открытого солнца в этом сезоне. А сегодня 12 октября 2022 года. На улице не более плюс 13 градусов Цельсия. Стоит ли бояться столь низких для фаленопсисов температур? Является ли температура плюс 13 градусов Цельсия для орхидей критической? Нет, друзья, не является. Если на орхидее в это время светит яркий солнечный свет или яркая искусственная подсветка. Воздействие столь низких температур при условии яркого солнечного света лишь укрепит иммунитет орхидеи, делая растения красивее, здоровее и крепче. В свою очередь, результатом крепкого иммунитета орхидеи является ее стремительное развитие, которое сейчас мы оценим. Итак, несмотря на адаптационный период к новым условиям произрастания в совершенно иной климатической зоне, орхидея показала следующие невероятные результаты. Прежде всего, то, что непосредственно бросается в глаза и видно невооруженным взглядом, это темпы роста нового молодого листа. За 5 недель, несмотря на адаптацию, этот лист вырос больше предыдущего. Посмотрите на его размеры, на его блеск и глянец и вспомните, каким этот лист был 5 недель назад на момент получения посылки. Разница, конечно же, очевидна, а лист продолжает свой рост. У листа ярко выражена пигментация, а это значит, что орхидея получает достаточное количество прямого солнечного света. Показывая активный корневой рост от ствола орхидеи, я покажу вам и супербонусный результат, но о нем немного позже. А мы пока обсудим корневой рост. Активный корневой рост от стебля орхидеи очень важный адаптационный показатель. И вот почему. Точно так же, как и листовой рост, корневой рост от стебля орхидеи показывает нам, что в сосудистой системе орхидеи все в порядке. Что сосудистая система не забита продуктами жизнедеятельности патогенных грибов, бактерий,
и что сокодвижение по сосудистой системе орхидеи проходит в правильном русле. Наличие корневого роста от ствола орхидеи является одним из главных маркеров правильного развития орхидеи в ваших домашних условиях. Дождавшись такого корневого роста, можно с большой долей уверенности вздохнуть свободно и расслабиться. Листовой рост, корневой рост и супербонус – рост цветоноса. И это с учетом того, что за 2 недели до отправления фаленопсисов в посылке он отцвел. И вот еще о чем я забыла рассказать вам в плане адаптационных мероприятий. В посадке с орхидеей появились растения-помощники. В данном случае это детка Каланхоэ дегримона или Каланхоэ живородящего и отросток толстянки яйцевидной. Оба эти растения относятся к разряду лекарственных и будут помогать орхидее расти и развиваться быстрыми темпами. Если эти растения слишком вырастут и начнут мешать фаленопсису полноценно развиваться, их вполне можно срезать и использовать для приготовления лекарственных настоев для орхидей. И вопреки всем нашим знаниям о суккулентах, и толстянка, и каланхоэ прекрасно растут в посадках орхидей, и в коре, и в мху. Новый цветонос появился в положенном для орхидеи месте. Но ввиду того, что орхидея в силу каких-то обстоятельств утратила свои нижние листья, цветонос виден наиболее хорошо. Разница в появлении цветоносов у 2 фаленопсисов из одной посылки из Санкт-Петербурга составляет ровно 2 недели. Вот такими были оба эти фаленопсиса ровно 5 недель назад, 7 сентября 2022 года. А вот такими стали ровно через 5 недель, через 1,5 месяца адаптации в новых условиях. Здоровые, окрепшие, с прекрасным иммунитетом фаленопсисы, с новыми подросшими листьями, корнями и новыми цветоносами. Как я уже говорила, цветонос у фаленопсиса Strawberry Cake появился 2 неделями раньше. И посмотрите, как он уже подрос за 2 недели. И все эти результаты получены без использования химически синтезированных стимуляторов, активаторов, фитогормонов и любых других химически синтезированных препаратов. И только создание благоприятных условий и эффективного ухода позволило получить такой грандиозный результат за столь короткие сроки. Солнце, воздух и вода, плюс изучение физиологии орхидей и правильной агротехники орхидей дают такие быстрые результаты. И если вы тоже хотите, чтобы ваши орхидеи развивались быстро, можно сказать стремительно, изучайте плейлист «Фаленопсисы. Вопросы по уходу». Ну а я, ожидая цветения своих петербурженок, напомню вам, что 19 минут вы провели на канале «Классика орхидейного жанра». И если вам понравилось это видео, если вы захотите вернуться на канал вновь, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх под видео, подпишитесь на канал. Если раньше вы этого не сделали, жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео. И оставайтесь со мной, ведь впереди у нас много интересного.